Как долго вы путешествуете? Я уже привыкла к тому, что я живу жизнью, когда я имею возможность свободно путешествовать, имею возможность делать, что я хочу, свободно, достаточно, почти. Потом началась череда всяких путешествий по Европе, путешествий-работ. Я до сих пор помню, как я автостопом тогда ехала в Гватемалу, потому что у меня вообще не было денег. И потом, конечно же, пришел ковид. Так началась моя карьера стабильной работы на удаленке, потому что в офис с тех пор я так и не вернулась. Боже, я какой-то любитель каких-то изолированных мест, ну что делать? Привет! Ну что, друзья, привет! Добро пожаловать в Аргентину. Мы с вами находимся в славном городе с мелодичным названием Хуй-Хуй, Сан-Сальвадор-де-Хуй-Хуй. И это север страны. Мы совсем недавно пересекли границу с Боливией. И я так счастлива, потому что наконец-то после 3 недель активного отдыха, хотелось бы сказать, но это не было отдыхом, потому что мы перемещались с места на место, с Перу, всю Боливию, национальные парки, походы, менять места, каждое место. В общем, никакой это был не отпуск, это было просто напряженное какое-то путешествие. И наконец-то мы приехали работать. И, в общем, первую базу для своего рабочего места я выбрала этот миленький домик в Сан-Сальвадоре-де-Хуй-Хуй. Мне так понравилось фото на Airbnb, что он окружен зеленью. И то, что я просыпаюсь и с утра из окна видна эта зелень, потому что вот там, вот, например, видны Анды. И очень классно встречать закат, тут сидя на балконе. Мне очень нравится. В общем, сегодняшнее видео будет посвящено чему? Конечно же, удаленной работе. Потому что только с удаленной работой можно вообще иметь возможность жить в разных неочевидных местах. Потому что Сан-Сальвадор-де-Хуй-Хуй неочевидное место. Я выбрала его по фотографиям в Airbnb. Когда хотела остановиться в симпатичном месте, вижу фото с балкона, думаю, о, мне надо, где это в Аргентине? Окей, поехали. Так вот, буду рассказывать про удаленную работу. Пойдемте пока покажу, чем мне понравилась квартирка. Ну, в общем, мне нравится, что квартира просто миленькая. Мне так нравится, что у нас есть место работать, и что тут такой стиль а-ля Анды, а-ля природа. И самое главное, что тут такие огромные окна. Мы обязательно будем встречать закат, поэтому окна мы поднимем повыше. Нравятся традиционные изделия из шерсти, которые вяжут местные девушки. Вот тут симпатичная, неубранная комната. Вот сейчас наконец-то сяду стульчик, перетащу его на балкон, расскажу про свой опыт удаленной работы, потому что не просто так решила про нее рассказать, а потому что праздную я годовщину 3 года, как я на удаленке. Знаете, ребята, что меня вообще навело на мысль о том, чтобы пофилософствовать, потому что так живешь, себе живешь, считаешь свою жизнь нормальной, а потом в какой-то период времени начинаешь встречать людей, которые задают себе одинаковые вопросы. Например, как долго вы путешествуете? И ты говоришь, ну, сколько захотим. И спрашивают, а точнее? Ты говоришь, ну, вот сейчас у нас отпуск, там, 3 недели, потом мы, наверное, останемся где-нибудь в Латинской Америке, потому что мы делаем то, что хотим. Вот, на самом деле, видео о том, что привилегии, они не всегда очевидны, свои собственные, да, и очень легко забываются. Ну, наверное, в этом фишка самих привилегий, то, что мы воспринимаем свой образ жизни уже как данность, уже забываем о том, что не все живут так, как мы, и это я к чему? Я уже привыкла к тому, что я живу жизнью, когда я имею возможность свободно путешествовать, имею возможность делать, что я хочу, свободно, достаточно, почти. Перемещаюсь по всему миру почти, потому что я не могу себе позволить работать, например, в Азии, потому что тогда у меня будет с моим основным
рынком клиентов, которые живут в США, у меня слишком будет большой часовой разрыв, и работать по ночам я не хочу, поэтому, ну, например, для себя Азию я не рассматриваю, поэтому, наоборот, очень таки рассматриваю Латинскую Америку, потому что здесь как раз-таки примерно одно и то же время, что и в США, что на Pacific Coast, на East Coast, и так что вот, ну, Европа тоже, в принципе, неплохой вариант, если начинать работать 2 часа. Это к чему? Это к тому, что все равно у тебя достаточно большой диапазон, где жить, и ты можешь, в принципе, жить свою жизнь так, как ты считаешь нужным. И, в принципе, если у тебя есть доступ к интернету и какое-то обустроенное рабочее место и нормальные условия труда, то, что вокруг тебя не шумно, не кричит всякие торговцы и, да, самое главное, приличный интернет, то можешь работать вот почти отовсюду. Знаете, звучит как, вот сама говорю и думаю, что как будто я сейчас должна прорекламировать какой-то курс, всех приглашаю на удаленную работу. Но на самом деле нет, это просто рассказ о себе, потому что я сама на удаленку перешла только в 30 лет. А сейчас мне 33, вот как раз в этом месяце праздную годовщину, что своих отношений, что своей удаленки, потому что именно как раз-таки я встретила своего теперешнего партнера в первый же месяц, когда я уехала из офиса в Минске и сказала, что-то мне скучно сидеть в офисе в Минске, поеду я работать куда-нибудь в другое место, например, сейчас лето, поеду в Турцию, сниму там где-нибудь квартирку на юге страны, там, где в итоге сняла квартиру, где-то в Олимпусе, 2 часа езды от Анталии. Вот, буду ходить на море, собирать камушки и так спокойно себе клацать, звонить клиентам. Вот, и так я удачно поехала, и так я удачно потусовалась в Турции, что в первый же месяц встретила там себе бойфренда. Удивительно, конечно, что не турецкого, ну, наверное, так и бывает, потому что познакомились мы на международной вечеринке для всех экспатов. Так вот, то есть можно сказать, что я отмечаю, да, 3 года у меня в сентябре, 3 года и отношениям, и новому образу жизни, потому что было удивительно, знаете, всю жизнь. Я вот в Минске не живу с 20 где-то примерно лет. И я все время пыталась находить работу за границей, что когда я жила в Колумбии, нет, в первый раз, когда я уехала работать в 20 лет в Петербург, там просто хотелось отдельно пожить от родителей, и я закончила университет, сказала, все, прыгаю на поезд, еду в Питер. Работала я вообще, нашла работу себе в Санкт-Петербурге, была моя первая работа, тоже в туризме, делала туры по Петербургу. В общем, хватило меня на год, чтобы потом мне предложили поработать преподавателем английского в Армении. Я полетела в Армению. Потом началась череда всяких путешествий по Европе, путешествий-работ. Потом на долгосрочный проект я поехала в Колумбию где-то на полгода. Потом на 4 года осталась в Мексике. Во всех этих странах, как только я приезжала, мне срочно нужно было искать себе средства к существованию. Срочно нужно было искать себе работу. Я так до сих пор замечательно помню это ужасное состояние в Мексике, ну или, может быть, прекрасное, потому что мне было 25 лет, когда мне говорят в Мексике, меня приняли на работу в отеле работать помощницей организатора свадеб. Это был 4-звездочный отель, там такое агентство организовывало все под ключ в отеле, потому что часто в отелях на Карибском побережье устраивают американцы свадьбы. И вот меня приняли помощником координатора, чтобы мы там на песочке развешивали гирлянды, там следили, чтобы были фотографы, видеографы. Ну и вообще как-то вот, так как я типа похожа, в принципе, у меня такой европейский типаж, что вот американским гостям будет со мной приятно общаться на своей свадьбе. Короче, меня принимают в это агентство и говорят, вам нужно получить рабочую визу. Я говорю, замечательно. Говорят, едьте в Гватемалу или вам нужно выехать из страны, чтобы получить рабочую визу. То есть внутри Мексики иностранцу визу, ну или на тот момент, может, сейчас уже какие-то правила изменились, на тот момент внутри страны рабочую визу в Мексике нельзя было получить, нужно было выехать из страны и потребовать ее в другом агентстве. Я до сих пор помню, как я автостопом тогда ехала в Гватемалу, потому что у меня вообще не было денег. И это было очень смешно, когда я приехала в консульство такое в Гватемале после дня там автостопа и сказала, мне, пожалуйста, рабочую визу. И как я жила там в хостеле первый месяц, потому что не было у меня денег, и работала я за то, что я там в хостеле там днем тарелки мыла и там тоже работала на ресепшене. В общем, такие времена были. Знаете, все это такая
непостоянство, все такое, найдешь, не найдешь работу. Работы всегда такие, ну, скажем так, могли бы быть и лучше. Они, ну, хотя, в принципе, организатор свадеб на Карибском побережье не то, что плохая работа. За 3 года я сделала неплохую карьеру, меня постоянно повышали. И это первый месяц был, да, когда я жила в хостеле, и там, знаете, поглядывала на последний кусочек курочки, который у меня был, думала, сегодня мне придется с тобой расстаться, тебя придется съесть, а денежка будет через 2 дня. Что же мне есть эти 2 дня, да, когда сейчас я прикончу последний кусок курицы. Так что такие моменты тоже были. Через год была уже стабильная, хорошая зарплата, через 2 года уже было все спокойно, через 3 года мне уже постоянно подгоняли то поездки, я постоянно выигрывала конкурсы компании, мне постоянно писали хвалебные отзывы гости, которые провели со мной свадьбу, мне за это постоянно давали денежные премии, я там в компании чуть ли не всегда была одной в топ-3, которым постоянно каждый месяц давали какие-то призы, как лучший топ-перформанс of the month, и, в общем, там вот как раз-таки уже были все вот эти и яхты, все эти веселья, все эти коктейли, в общем, в принципе-то карьеры можно сделать где угодно, начиная с каких угодно низов. Но все равно я до сих пор помню, как сложно было и заниматься рабочей визой в каждой стране, и искать работу, и насколько это лишало тебя уверенности, получится, не получится, все эти похождения, рассылания резюме. Ну, или, в принципе, или это характерно для всех, или это просто молодость, ничего особенного, да, может, так у всех было в молодости. И вот, короче, когда я в 28 лет вот пришла в свою теперешнюю компанию, я работаю все так же в туризме, я всю жизнь работала в туризме, мне очень нравится общаться с людьми, ну, да, в какой-то момент жизни я помогала организовывать свадьбы, но, в принципе, это тоже были все-таки свадьбы на выезде, то есть люди обращались к нам с помощью по поводу и бронирования отелей, и бронирования поездок, пока они там из Штатов готовятся приезжать к Мексику, то есть все равно было что-то про выезд из родного места, чтобы прилететь куда-то в другое место, чтобы на этом месте сыграть торжество. В общем, мне нравится работать в сфере гостеприимства, я даже университет заканчивала по этой специальности, я тут редкий человек, который работает по специальности. Да, у меня специализация менеджера в гостиничном ресторанном бизнесе, сфера кафедра туризма. Так вот, я к чему? Когда я в 28 лет пришла в свою теперешнюю контору, американскую, работать в офис у них был в Минске, работать менеджером по туризму, то есть я занимаюсь тем, что я организовываю туры в Европу для американских клиентов, под заказ, то есть это достаточно часто частные туры, некоторые, иногда мы организовываем групповые туры, иногда частные туры, ну, в любом случае, да, американцы, которые хотят поехать в Норвегию, в Скандинавию, в Италию, вот, исследовать замки Франции, все вот это мы организовываем. Так вот, и работа предполагалась офисная, то есть мы находимся в своем офисе в Минске, мы звоним клиентов, начинаем работать в 3 часа дня, ну, да, потому что как раз 3 часа в Минске – это 8 часов утра в Нью-Йорке. И работа предполагалась с 3 до 10, в принципе, это знакомо всем, кто работает в айтишке, наверное, многие работают на американский рынок, поэтому эта тема знакома, именно такой сдвинутый рабочий график. И вот первые 1,5 года мы просидели в офисе, было классно, потому что все равно работа интересная, классная, и потом, конечно же, пришел ковид. Я один из немногих людей, кто это скажет, но ковид помог моей карьере. Потому что именно в ковид, тем более с учетом того, что мы работаем в туристической компании, наш менеджмент сказал: мы дадим вам право не ходить в офис, потому что всем было дано право не ходить в офис. И мы дадим вам право, да, каждый там вернуться в свои страны, и каждый там работать из квартиры. И после окончания ковида, когда клиенты стали потиху возвращаться, нас вроде пригласили обратно в офис, но уже с гораздо меньшими условиями. В формате, что в принципе вы уже все приучены не ходить в офис, так что если вам нравится ходить в офис, вот и заодно открыли несколько отделов офиса по всему миру. У нас был офис в Дубае, вот офис в Минске, офис на Кипре. Еще в нескольких небольших городах там планировался офис открывать, может еще будет открываться. В Сербии был офис. Сейчас есть. Вот. И к тому, что хотите, ходите, а не хотите, в принципе, вы уже за время ковида созрели, вы уже научились продавать даже в такое нелегкое время, там, после пандемии, так что, в принципе, можете не возвращаться. И вот я помню, это первое лето, когда ковид только-только стал заканчиваться, примерно он начался весной и стал заканчиваться через 2 года тоже весной. Ну, я сужу по клиентам, которые стали наконец-то рисковать возвращаться к планированию чего-то ни было.
И я вот помню, март я сижу в офисе уже, какие-то туры идут, апрель, май. И, в принципе, вот уже июнь я понимаю, что последние 3 месяца у меня спокойно идут продажи, потому что все, типа, ковид закончился, люди уже почти стабильны, уже все едут. И надо бы воспользоваться тем самым шансом, который нам дают. В смысле, что не хочешь ходить в офис, не ходи. Я к тому времени как раз закончила свои долгосрочные отношения с своим предыдущим партнером, 3 года, жила с родителями, потому что я как-то в таком непростом состоянии закончила эти отношения, поэтому единственное, на что мне хватило, это уехать к маме с папой. И сижу, я такая вот хожу я в офис, возвращаюсь домой, мам, пап, привет, и думаю, что вообще за жизнь? Ну, типа, девке 30 лет, а вот занимается, ну, работой хорошо, что занимается, хорошо, что бизнес пошел, но живет с родителями непорядок, надо срочно что-то менять. Я решила, все, куда бы мне можно поехать так, чтобы вот визу мне сейчас сложно получать, некогда, не знаю, будет ли мне постоянный источник дохода на работе, будет ли мне хватать денег жить в Европе, поеду я жить куда? В Турцию. И решила я переехать жить в Турцию. Свободная девушка, собрала чемоданчики, в офисе сказала, ну вот, ребята, буду пользоваться свободой, которую вы предоставляете, перееду в Турцию. И все, так началась моя карьера стабильной работы на удаленке, потому что в офис с тех пор я так и не вернулась. Я, конечно, иногда возвращалась, когда возвращалась в Минск, ходила там по несколько недель, я с радостью хожу в офис. Мне очень нравится наш минский офис, я с удовольствием буду посещать наши офисы в других странах. Зимой я уже дважды собиралась ехать в Дубай посещать наш офис. То есть мне очень нравятся мои коллеги, мне действительно их не хватает. Иногда, знаете, все-таки очень важно окружать себя людьми, которые работают в той же сфере, потому что я не буду говорить, что удаленная работа – это какой-то безоблачный рай. Конечно, иногда тебе очень скучно, потому что ты хочешь иногда поспорить с коллегами, ты хочешь обсудить клиентов. С кем тебе обсуждать, если ты дома постоянно одна? Ну, ты можешь написать своей коллеге в Дискорде и созвониться. Это единственное, что тебя держит на плаву, знаете, в такой общей атмосфере солидарности, обсуждения клиентов. Вот иногда этого не хватает. Ну, конечно, между тем, чтобы обсуждать клиентов, выбирать пар и ходить в офис, и там иметь друзей, и между тем, чтобы быть полностью свободной, жить в стране, в которой ты хочешь, и путешествовать свободно, я все-таки, конечно, выбираю преимущества второго образа жизни. Из чего, вот как вы сейчас понимаете, я сижу тут на севере Аргентины. Мне очень нравится работать с Латинской Америкой, потому что, как я уже сказала, наконец-то, как только я начинаю жить в Латинской Америке, я уже могу работать как нормальный человек с утра. То есть я просыпаюсь в 9 утра, сразу начинаю общение с клиентами, потому что у них тоже начинается рабочий день в Штатах, и это намного-намного продуктивнее для меня лично, чем начинать рабочий день в 3 часа дня и заканчивать его поздно ночью. Там сложновато, знаете, строить отношения с кем-либо, например, с друзьями или с партнером, когда обычно у всех вечера свободные, а у тебя обычно всегда вечера заняты, и нужно постоянно планировать встречу на выходные, в общем, неудобненько. Поэтому в Латинской Америке для меня именно работать просто кайф, наконец-то наслаждаться свободными вечерами. И, собственно, всю эту историю я рассказала вам зачем? Потому что просто хотела рассказать, что я наконец-то закончила свои 3 недели отпуска. Это вот был, реально говорю, супер насыщенный отпуск, когда мы постоянно перемещались, постоянно что-то новое исследовали, и поэтому никакого отношения к отдыху этот отпуск не имел. Я думаю, я даже больше эмоционально устала, чем во время своей обычной жизни. Ну, в принципе, так и есть. Наш же мозг, когда отдыхает, когда мы совершаем рутинные какие-то действия, когда нам не нужно ничего нового придумывать, и когда мы находимся в комфортной для нас обстановке. Понятно, что, находясь на каких-то горах Перу, постоянно ища себе квартиру на новых улочках с неработающим навигатором, постоянно пробуя новые блюда в ресторанах, несмотря на то, что все это классно, интересно и захватывающе, это все, конечно, требовало много эмоциональных усилий,
И тем более мы достаточно много ходили в походы, наблюдали красивейшие виды, видели много животных, много лам, альпак. Я ночевала в горах с офигенным видом, когда солнце встает перед тобой, ты ночуешь с видом там на пустыню. И видела красивейшие растения, видела дикие места. То есть отпуск был очень красивым, но еще раз говорю, он был таким эмоционально насыщенным, что мне очень хотелось просто приехать и не делать ничего. То есть просто сидеть на балкончике, как старушка, не то чтобы как старушка, но, знаете, читать книжку, заваривать чаек и желательно ничего не предпринимать, кроме работы. То есть войти в свой уютный такой бабл, знаете, когда в квартирке развесила свою одежду, расставила свои баночки с косметикой. Ну, девочки, которые и мальчики, которые много путешествуют, меня поймут. Иногда это необходимое ощущение дома, и даже когда ты развешиваешь свою одежду, которая у тебя обычно всегда лежит в чемодане или в рюкзаке, там, и ты постоянно с утра что вытянула, то и одела, потому что это не поглажено, это ты забыла забрать из стирки, а тут, наконец-то, можно сходить, отдать, во-первых, все вещи на стирку, и тебе все красиво погладят, и ты не обратно складываешь чемодан, а ты пришла в шкафчик и красиво все развесила на плечики. Потом ты красиво всю квартиру обставила рамочками с фотографиями, которые я все-таки до сих пор с собой вожу. Выложила свои книжки, выложила дневник, поставили свои компы к нормальным зарядкам. Знаете, не постоянно в кафе искать, к какой бы зарядке подключиться. Ты уже знаешь, что это нормальные зарядки в твоем доме. Стабильный интернет, чаек, балкончик. В общем, я вот провела в этой симпатичной квартирке, которую я показала, 6 дней. Завтра нужно уезжать, потому что завтра едем в другое место в Аргентине, чтобы заниматься кайтсерфингом на месяц. Там тоже хорошие условия, но там для работы, но там пустыня, и там нет вот этой замечательной зелени. А мне так нравится смотреть на зелень, потому что, знаете, я поняла, что последние 2 года я живу постоянно в зоне более засушливой, чем к той, к которой я привыкла. Начиная с того, что я живу последние уже 1,5 года на юге Франции, где летом высохшая трава, она желтая, по ней тяжело ходить, она колется, там нет, понятно же, никакой такой зелени, там есть пальмы, там есть море, поэтому там приятно купаться, песочек, ну, зелени такой нету. Потом после Франции, куда мы поехали в отпуск, мы поехали в Перу, и мы проехали там 3 недели по береговой части Перу. Ну, это что? Это пустыня. Это пустыня и Тихий океан. Во-первых, все 3 недели были ужасные какие-то погодные условия. Мое здоровье было в шоке от того, что, хотя я вообще-то крепкий, сильный человек, но мое здоровье просто нелегко отнеслось к тому факту, что мы приехали на побережье Тихого океана, где дуют сильнейшие ветра, где ночью очень холодно, а днем жарко, еще дует сильный ветер, еще тебя задувает в глаза постоянно пыль от пустыни, и может резко пойти дождь с градом. В общем, климат очень непредсказуемый был в Перу. Почему-то на этой прибрежной части постоянно себя плохо чувствовали, постоянно было холодно по ночам, потому что мы постоянно забирались в какие-то интересные природные красивые национальные парки, заповедники. Ну и как обычно бывает, чем более красивое, дикое природное место, тем меньше там какого-то комфортного лоджинга. А уж в Боливии последнюю неделю мы, так как ездили по Солончаку Уюни, так как я захотела максимально аутентичного опыта, я взяла тур на 4 полных дня, то есть с 3 ночевками в национальных парках вместо обычного дня-2, но обычно ездят на 2 дня. Я взяла 4. И мы просто 3 ночи провели на высоте больше 4,900, где-то было 4,500, 4,900 метров. Там, по-моему, одна ночь была больше 5000 по вышине, то есть по высоте. То есть постоянно было сложно дышать, постоянно было очень холодно, очень базовые условия труда. Не труда, а отдыха. То есть ночью нужно спать в одежде. Это я к чему? Это я к тому, что отпуск у меня был таким не отдыхательным, а скорее путешественническим, когда есть много чего рассказать, но нельзя сказать, что ты сильно как-то расслабилась. И вот приехав в эту квартиру, я была счастлива, что можно здесь провести неделю, катаясь на этом креслице, сидя на балкончике. Вот сейчас у нас закат.
Сейчас я пойду заберу суши, которые заказала по WhatsApp, потому что, так как мы едем в пустыню, тоже, боже, я какой-то любитель каких-то изолированных мест, ну что делать? Так вот, так как мы едем в пустыню в Аргентине, то там, конечно же, никакой рыбы не будет. У меня последний шанс поесть суши в этом месяце, потому что следующий месяц мы, скорее всего, будем есть только мясо. Я люблю мясо, и я люблю Аргентину за то, что тут замечательное мясо, я люблю барбекю, все вот это. Ну, сегодня, да, последний шанс, пока мы в городе, съездить за сушами, побыть в зоне комфорта. В общем, да, постирать свое белье в прачечной, заваривать кофеек, ходить вот тут спускаться 15 минут в местную кофейню за свежим латте, заказать суши. В общем, вся та жизнь, которую ты ведешь обычно, в своей обычной жизни, когда ты живешь в городе, только в путешествии все это ценится в 5 раз больше, потому что зона комфорта одна прекрасна. Но знаете, она, наверное, еще более прекрасна, когда из нее периодически выходишь. Вот потому что, прожив в своей зоне комфорта условной в Монпелье год, я заскучала. И хотя я жила в самом центром городе, когда вот вышла, и у меня все рестораны под боком, и итальянский замечательный ресторан внизу, где каждый день брала себе капуч, конечно же, со временем я перестала это ценить. Я стала тосковать по приключениям, по красивым местам, по национальным паркам, по безусловно красивым закатам. Думаю, что я сижу какая-то как крыса в городе, ничего не вижу. Все, скорее, скорее, я все-таки великая путешественница, мне нужно менять места. И тут мы вернемся к теме, с которой я начала это видео, удаленной работы. Ну, в общем, как вы понимаете, в этом видео не будет никакого вывода. Это просто блог, когда я рассказала о том, чем я занималась в последнее время, что я закончила свой отпуск, вернулась на работу, что я очень счастлива тому, что вернулась на работу, в свою уютную рутину, но в другой стране. Потому что мне нравится иметь возможность жить, где я захочу. Честно, друзья, это такая огромная привилегия, если об этом подумать. Это такое счастье иметь возможность делать, что хочешь, и когда тебя спрашивают, когда вы возвращаетесь домой, когда там встречают тебя в поездке в Перу, там, ты из Европы, говорят, когда домой, и ты говоришь, ну, когда захотим. И люди смотрят на тебя, говорят, правда? То есть до сих пор вызывает какую-то, ну, любопытство, недоумение. Каждый раз это такой оценочный комплимент дают. Тем более старшему поколению еще более непонятно. Но честно, даже среди молодых ребят, даже среди ровесников у меня не так много людей, которые работают на удаленке так же, как и я, потому что, в принципе, многих ребят после ковида, когда их всех с ковида отпустили, их во многих компаниях обратно же в офисы и пригласили. И я знаю, что для большинства людей это, в принципе, и есть и радость, и есть круто, потому что я знаю, как много людей счастливы жить в одном месте, ходить в офис, видеть коллег, иметь свои традиционные утренние ритуалы, парковаться в одном и том же месте, ходить на кофеек, дружить с коллегами, потом вечером в один и тот же бар, в который ходишь всю жизнь. Я знаю, что для многих людей это и есть счастье. И я тоже говорю, что мне иногда самой очень не хватает общения с коллегами, мне не хватает офиса. Я когда смотрю, когда другие люди ходят в офис, я много завидую, я говорю им об этом, когда я вижу их на конференциях, когда я встречаюсь с коллегами. Я вот прямо сижу, особенно когда я жила в Монпелье, я, знаете, как сыч, смотрела на них и говорю, я тоже хочу ходить в офис, знаете, куда можно нарядиться, где тебя ждут. Это не то же самое, что общаться с бойфрендом или с подружками за кофе. Это место, где ты реализуешь себя профессионально, где ты можешь говорить, знаете, на темы, вообще-то, по работе более серьезные, более взрослые, там, ты зарабатываешь деньги, и не просто дома в халате зарабатываешь деньги, а ты вот как-то и хорошо выглядишь. Ну, в принципе, как взрослая женщина, которая есть куда там накраситься, есть куда одеть красивый костюм, и, в принципе, где-то провести свой день, да, не просто там дома с кофе, придвигая чашку. Поэтому, знаете, так, чтобы сидеть на одном месте в одном городе и работать удаленно, это не совсем моя история, потому что если уж я сижу на одном месте, то дайте мне ходить в офис. И единственный
момент, когда мне нравится, но самый большой, когда мне нравится работать удаленно, это непосредственно, когда у меня есть возможность перемещаться и путешествовать. Вот чем я сейчас конкретно и занимаюсь, потому что не нужно уже всего этого, чего я делала примерно 10 лет своей жизни, беготни, получения рабочих виз, пересечения у границ, чтобы получать какие-то виды. Знаете, мне хватает вопросов на работе, чтобы еще заниматься вопросами трудоустройства каждый раз в новой стране. Это ж найти квартиру, подписать контракт, найти новое агентство, которое тебя примет. В общем, и так уже много гемора. Это, да, каждый раз столько проблем. Потому что, да, еще и в новой стране, без знания языка. Потому что, знаете, до того в моей жизни доходили поиски работ, меня заводили в такие странные страны, что я не знала, с чего начать, даже до того, что я не знала, на каком сайте в этой конкретной стране ищут работу. Потому что мы даже не задумываемся о том, как легко в наших странах мы ищем работу. Мы с детства знаем, там, какие у нас есть сайты, какими мы пользуемся. Например, в Мексике, да, когда я приехала, поняла, что меня кинули на одной работе преподавателем английского, нужно срочно искать другую, вот я живу в хостеле, нету денег, да, то есть я в эту организацию свадеб достаточно случайно попала, когда меня продинамили с работы преподавателя английского, на которой я изначально в эту Мексику ехала. И я настолько не знала, с чего начать, что мне просто приходилось спрашивать: так, ребята, а в Мексике вот на каких сайтах ищут работу, где вы вообще размещаете объявления, где вы вообще размещаете объявления, чтобы квартиры искать? Ну, ладно, это уже дальше. Главное, да, как тут ищется работа? Мне нужно ходить по офисам, оставлять свое резюме, или мне нужно реально отсылать заявки онлайн? В общем, как я рада, что мне есть чем сравнить. Я все-таки рада, что у меня был этот опыт жизни на реальных агентствах, на реальных физических адресах, что все-таки я этим позанималась, побегала со своими пачками резюме, поговорила с HR-ами с разных стран. В принципе, в этом что-то есть. Потому что уровень вовлеченности в жизнь страны, конечно, совсем другой, когда ты официально работаешь в эту страну, что в Колумбии я работала в школе, что в Мексике работала в школе. Понятно, что я гораздо больше времени проводила и с местными, и с документами занималась, и с HR-ами разговаривала, и ходила на местные вечеринки, куда меня приглашали коллеги. Понятно, что если ты с ноутбуком приезжаешь, сидишь себе дома, работаешь, что у кого-то увидишь, с кем-то познакомишься из местных, ну, хорошо, если ты активно ходишь на какие-то экспат-тусовки, а так сидеть тебе дома, где тебя никто не видит, и это классно, если ты супер интроверт. А если ты, в принципе, любишь себя показывать, то, ну, ты заскучаешь по минимальному общению, не общаться с мужем-с бойфрендом постоянно. Вы, конечно, любите друг друга, но предположительно у людей еще должны быть какие-то другие круги общения, да, вот кроме друг друга, тем более, если он тоже целый день сидит в ноутбуке. Вот. Это к чему? Это к тому, что я рада, что у меня была возможность поработать, да, 10 лет в Питере, искать работу в Колумбии, в Мексике, что всем этим заниматься, да, иметь возможность посмотреть на разные офисы, как они функционируют, и точно так же, как я рада тому, что это было, что я это попробовала, точно так же я ценю сейчас то, что я именно тот самый крот, который со своим ноутбуком приезжает в каждую новую страну, имеет возможность работать из реально красивых природных зон, то есть мне не нужно жить в городе, я могу жить в какой-то хибарке на природе, если там хороший Wi-Fi, то есть мне не нужно зависеть, да, от наличия каких-то физических офисов, где есть потенциал работы, я могу выбирать неоднозначные места, как Сан-Сальвадор, хуй-хуй, просто потому что мне понравилась картинка на Airbnb, да, квартирки, только потому что мне понравилась фото-квартира на Airbnb, я говорю, едем в хуй-хуй. Все-таки сейчас мне очень нравится, меня очень радует, что у меня есть удаленная работа, и что я полностью свободна. Вот. Так что, ну, этот выпуск такой, где мы говорим о плюсах, минусах удаленки. Пишите мне, что об этом думаете. Может быть, вы из тех, кто был на удаленке, вернулся в офис, сказал, типа, вообще, пошла эта удаленка, я хочу общаться с людьми. Или вы тоже рады, как крысы, забраться с ноутбуком под одеяло и работать из-под одеяла. Или вам нравится ходить то в офис, то работать из дома. Потому что, в принципе, наверное, это тоже классный такой формат, смешанные, когда пару дней в офисе и там четверг, пятницу дома. Особенно если дети, наверное, вообще
это классная тема, когда можно все-таки несколько дней в неделю рабочих проводить из дома. Ну вот, всем привет. Из Хуйхуя я пошла за сушами. Всех целую.